Мы расскажем вам о городе, о котором слышали все, кто когда-либо изучал русскую литературу. Но мало кто побывал в этом городе, а мы с вами направляемся туда прямо сейчас. Канал «Автозакордон зимой и летом» и ваши гиды Татьяна Андреева и Константин Красовский очутились на речном берегу. Это река Десна в Украине. В повести временных лет записано, что киевский князь Владимир, креститель Руси, приказал построить на реках крепости для защиты от кочевников. Одна из них была построена на Десне и получила название Карфаген, что в переводе на русский язык означает «новый город». Все города когда-то были новыми, но немногие сохранили такое имя через 1000 лет. Вот так на Десне появился Новгород. Чтобы отличить его от других новых городов, его назвали Северский или Сиверский. Это название произошло от славянского племени северяне. Первоначально город, как и большинство славянских городов, располагался на холме на берегу реки. Сейчас это место называется Замковая гора, но от города и крепости тут ничего не осталось. На склоне Замковой горы располагается деревянная Никольская церковь. Она построена в 1720 году и является памятником народного украинского зодчества. Мы спустились по склону этой горы к Десне по узкой крутой улице. И подниматься в город пришлось по улице, на которой совсем не хочется увидеть встречный автомобиль. Новгород-Северский знаком всем, кто знает русскую литературу, потому что именно князем Новгород-Северского был знаменитый Игорь. И Ярославна, которая оплакала его год, она до сих пор стоит на берегу и ждет, когда Игорь вернется из похода против половцев. В истории эта женщина известна по отчеству, а звали ее Ефросинья. Она была дочерью Ярослава, князя Галицкого. Вообще Новгород-Северское княжество стало самостоятельным со времен Олега. Олег – это сын Святослава, внук Ярослава Мудрого. Те, кто читал повесть Бориса Акунина «Плевок дьявола», могут узнать, кто на самом деле был матерью князя Олега Святославовича. Неподалеку находятся смотровые площадки с видами на Десну. Памятник самому князю Игорю торжественно открыли на центральной площади города к тысячелетию города Новгород-Северского и к 800-летию слова о полку Игореве, отмечавшемуся в 1989 году. Главной достопримечательностью города является Спасо-Преображенский монастырь. Считается, что он был основан еще в XI веке. Начало 17 века было одним из самых драматических моментов в истории Новгород-Северского. В 1604 году недалеко от Новгорода-Северского объявился человек, который сказал, что он на самом деле царевич Дмитрий, наследник престола Ивана Грозного. Войска Лжедмитрия, как его потом назвали, осадили Новгород-Северский. Город выдержал эту осаду. Но после этого развернулась русско-польская война. Поляки захватили штурмом город, разграбили и сожгли его. Согласно условиям перемирия 1618 года, Новгород-Северский отошел к Польше. Вскоре город получил магдебургское право. Польский король Владислав передал монастырь иезуитам. До 1648 года он был католическим. На площади установлен памятник Богдану Хмельницкому. После восстания Хмельницкого Новгород-Северский стал частью гетманщины, а затем в 1667 году вошел в состав Московского царства. В 1657 году епископом Черниговским стал Лазарь Баранович. До этого он 7 лет был ректором Киево-Могилянской академии. Епископской резиденцией он избрал Спасо-Преображенский монастырь в своем родном городе, Новгороде-Северском. По его инициативе в монастыре были возведены разнообразные сооружения. Там начала работать первая на левобережную Украину типография. В 1668 году на Казацкой Раде в Новгороде-Северском гетманом всей левобережной Украины был избран Демьян Игнатович. Позже он был назван его врагами многогрешным. Мы рассказывали о нем в нашем фильме о соседнем городе Короб. По инициативе гетмана начало строительство Успенского собора. Подъезжаем к зданию Успенского собора.
но от нас его пытаются скрыть дымовой завесой. Собор долго оставался недостроенным. Петр I издал указ, который запрещал каменное строительство по всей стране до 1721 года. Это было связано со строительством Санкт-Петербурга. Собор все времена, в том числе и в советский период, был действующим храмом православной церкви. Путешествовать по этим краям нравилось не только нам, но и императрице Екатерине II. К ее путешествиям власти готовились. В Новгороде Северском решили удивить Екатерину специальной триумфальной аркой, которую мы сейчас и видим. Для строительства арки был объявлен сбор средств. Первоначально планировалось, что арка будет деревянной. Но денег собрали так много, что хватило на каменную арку. Восхищенная императрица рассмотрела прошение горожан. Она дала придворному архитектору Джакомо Кваренге поручение выстроить новый монастырский собор взамен обветшавшего. Пятиглавый Спасо-Преображенский собор был возведен по проекту Кваренги в 1791-1806 годах в стиле зрелого классицизма. В 1785 году в монастыре была создана духовная семинария. Недалеко от монастырских ворот видим памятный знак. Он напоминает о разыгравшейся в годы Великой Отечественной войны трагедии. В 1941-43 годах в полуразрушенной обители находился концлагерь. В нем фашисты замучили 20 тысяч людей. Монастырь, закрытый в годы советской власти и пострадавший во время Великой Отечественной войны, возрожден в 1990-х годах. Проведена комплексная реставрация. Теперь можно стоять над прозрачным полом и рассматривать результаты раскопок, сохранившиеся остатки древних стен. Некоторые здания воссозданы из руин. Сейчас это действующий монастырь. Здесь много разных строений, которые мы можем посмотреть. Проезжаем мимо здания гимназии номер 1. Она была построена в начале 20 века. Тогда она была женской гимназией. В 2004 году был проведен капитальный ремонт здания гимназии. Ему посодействовал тогдашний президент Леонид Кучма. Он уроженец Новгород-Северского района. А мы едем дальше, чтобы посетить другие города северо-восточной Украины. Если вам интересно узнать об этих городах, подписывайтесь на «Автозакордон» зимой и летом. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Увидимся в следующем городе или стране.